Всем приветики, друзья! Мы сегодня проходим инди-хоррор под названием Coincidences. В конце знак вопроса, и переводится это как «совпадение». Типа, совпадение? Не думаю. Все, что я знаю об этом хорроре, это то, что он происходит в какой-то лесной хижине, а мы это дело очень любим и уважаем. И то, что мы будем искать в этой игре, какие-то совпадения. Непонятно, о чем речь, но очень хочется узнать. Но перед тем, как мы начнем, я хочу поблагодарить Ивана за материальную поддержку канала. Эту денежку я добавила к покупке кондиционера, и впервые за все время в моей комнате летом не жарко. Спасибо огромное. Это хоррор Coincidences. Приятного просмотра и поехали. Новая игра. Ничего себе у меня крутит. Так, мы куда-то едем, кстати. Чёртова хозяйка. Подняла мне аренду почти в 2 раза. Я и раньше еле платил, а теперь вообще без шансов. Надо было напоследок ей пару хороших слов сказать. В тапки насрать, да, это имеется в виду? Повезло, хоть дом дешевый нашел. Правда, далеко от города, почти в лесу. Да и хозяин какой-то странный. Ну да ладно, за такую цену не жалуюсь. Картинка приятная, кстати. Еще и работу в местном магазинчике нашел. Правда, кассиром, но надеюсь, что это временно. Интересно, а он типа бросил предыдущую работу? Так, вроде приехал по нужному адресу. Типа у него была работа лучше и жилье было лучше. Надо взять вещи, надеть фонарик и выдвигаться. Какое стремительное развитие хоррора. Е взаимодействие, F фонарик, Shift W бег. Взять вещи. А, фонарик налобный. Хорошо, взять вещи, видимо, мы выполнили. То есть у него была какая-то лучшая работа и лучшее жилье. А теперь хуже работа и хуже жилье. Хозяин сказал, что дверь будет открыта, а ключ лежит в коридоре на тумбочке. Ключ в коридоре на тумбочке. Стоп! Если мы уже можем зайти в дом, зачем нам ключ? Так, взаимодействие Е, фонарик F. Кстати, ну не во всех хоррорах тебе дают фонарик прямо сразу. А здесь прямо сразу. А сесть, а присесть. Нет, сесть я не могу. Чё такое? А, я думала, это грибы какие-то выросли. Старая резиновая игрушка. Это Ути-Ути. А зачем мы смотрели Ути-Ути? О, у меня есть ноги, прикинь. Это какой-то... Ну-ка, сколько здесь этажей? Ну, 3 этажа как минимум. 2 этажа и чердак. Какой-то прям... Старый дом, старый особняк. Ну хорошо, я не буду его обходить. Давай попробуем зайти с парадного входа. А, или имеется в виду, что здесь где-то ключ? Что за? Видимо, тут есть другой вход. Либо я ночую в машине. Так он же сказал, что хозяин сказал, что-то ключ там где-то под тумбочкой, на тумбочке или что-то типа того. Может быть, хозяин имеет в виду, что внутри особняка еще двери запираются. Хотя хз, что за манера в собственном доме закрывать какие-то двери на ключ. Я думаю, мы обойдем тогда это все дело. Так, фонари. Слушай, ну атмосферная атмосфера, кстати. Она, графика такая специфичная. Графика больше в реализм и напоминает «Ведьму из Блэр» почему-то. Оставлю ссылочку сейчас вверху экрана на «Ведьму из Блэр». Хорошая игрушка, отличная прям. Детская площадка. А, так это мы знаешь где? Вот когда я приветствие записывала, и это я в начале игры. В начале игры показывали нам вот эту вот детскую площадку. Почему-то на ней были, да, вот кроссовочки. Так, вход. А, наверное, вот это вход. Давай попробуем тыкнуть. А, вот и второй вход. Да, реально, взять ключ с тумбочки. Стоп, подожди. А меня вот интересует вот это вот здание. Это что такое? Это тоже было в начальной заставке, в начальной картинке. Колесо от повозки. Какие-то инструменты.
В общем, если нужна будет ножовка или какие-то инструменты, говорю, эти штуки для самообороны, то ты как бы знаешь, куда приходить. Надо приходить вот сюда. И, кстати, это что? Ну да, похоже на лестницу. Правда, какая-то странная. Короче, лестницы, грабли, вот все здесь есть. Будем называть это воркшоп. Дратути. Так. Ага. И вам тоже дратути. Дверь почему-то на меня открывается. Это знаешь, ты такой заходишь, и тебе дверь такая тыщ. Вот это сейчас было. Смотри. Она прям сразу тебе по носу дает. А почему зайти нельзя? Смотри. А, 2 раза надо нажимать? Очень странно. Почему-то фоновых звуков практически нет. Но очень-очень приятная графика. Вау, я попала в вытяжку головой. Приколдосик. Да, попробуем пооткрывать что-нибудь. О, мне нравится ковер. Местный вайб меня устраивает, мне очень нравится. Взять ключ с тумбочки. А, у меня задание, знаешь, такое. Задание такое полупрозрачное, справа вверху, оно как бы продолжает висеть и напоминать мне, что нужно сделать. О, вот это неожиданно. Еще какие-то картины. Карта прикольная, древняя, мне нравится. Какой-то фоновый звук, просто шипение. Ну, здесь очень тихо. Здесь не только тебе тихо, мне тоже тихо. То есть у меня тоже практически никаких звуков в наушниках нет. Так-то. А где тумбочка? Что за тумбочка? Зачем мне ключ? Может быть, это ключ от спальни имеется в виду? Туалет. Я на всякий случай осмотрю. Просто мне тут жить, понимаешь? Мне надо знать и как бы учить расположение комнат. Туалетная бумага со стеганым эффектом. Не знаю, кто простегал туалетную бумагу. Это очень странно. Блю Шунель. Все женщины мечтают о духах Шунель. Капец. А, отсюда я вышла. Что-то я так и не поняла, где тумбочка и что надо делать. А, проход наверх. Все, нашли. Вот и ключ. Теперь надо включить электричество. Щиток где-то на улице. Так, крутяк, я как раз на улице. Включить электричество. Мы вышли через главный вход. И попали непонятно куда. Здесь вообще... А, во. Дерево упало, что ли? Интересная локация, необычная. Теперь можно идти спать. Лечь спать. Не, в игре реально атмосфера вообще. Атмосфера классно передается. Маленько напугалась. Маленько напугалась. Такой эффект туманчика очень красиво. Ну, наверное, дверь входную надо закрыть. И везде поврубать свет. Все закрыто. Здесь ничего не происходит. Но хотя бы, когда свет включен, ты как бы более-менее понимаешь, где находишься. А инвентаря у меня нет, чего-нибудь такого. Лечь спать. Давай попробуем лечь спать. Шляпа. Опять какие-то чуваки. Почему-то выключатели подсвечиваются. Непонятно. Ничего взять не могу. Ну, прикольно. Сразу видно, что предметы для взаимодействия, такие как выключатели, они подсвечиваются белым контуром. То есть, если мы что-то здесь будем искать или решать какие-то загадки, то наверняка будет что-то будет белым контуром обводиться, и мы не будем тупить. Ну да, вот кровать, например, сейчас обводится тоже. Так, это что? А, фонарь-то можно и выключить. Нафига я хожу с фонарем? Так, ну все, спим. Спим? Ну куда прямо в ботинках завалился? Ты чё? Ты что, дикий какой-то? 4 FPS у меня только что пишет.
Потом сразу 60. Вроде выспался. Надо быстро разложить вещи, осмотреть комнату и ехать на работу. Это странный план. Май 20. Наконец-то переехал. Дом оказался даже лучше, чем я ожидал за такие-то деньги. Неплохо, что работа близко, да и вообще после той ссоры пожить отдельно – это как глоток свежего воздуха. Надеюсь, я не сойду с ума от скуки и одиночества. 23 мая. Сегодня чувствую себя как-то странно. Дом вроде и уютный, но в нем как будто что-то не так. Возможно, я просто не привык еще быть один, но не покидает ощущение, что за мной кто-то наблюдает. Надо прекращать смотреть ужастики на ночь, а то фантазия начинает работать сверх нормы. Май 24. Заметка. Обязательно вызвать электрика. В доме периодически происходят какие-то проблемы с электричеством, и это уже начинает раздражать. Чьи-то записи очень похожи на мою ситуацию. Видимо, прошлый жилец забыл тут свой дневник. Как это у прошлого жильца? Может быть, все похоже на твою ситуацию. Вот просто это нелогично даже. Какая-то книга. Какая-то книга, давай ее почитаем. Тем более у нас задание осмотреть комнату. Залогинг техник юз. Короче, техники бревна рубления, бревна строения или бревна разрубания, что-то такое. Я не могу подобрать слово. Что? А, все. Отлично. Теперь можно ехать на работу. Вещи разложены. Круто. Я прям рада за тебя, что у тебя вещи разложены. Почему-то фонарь не реагирует. Хотела врубить фонарь, но не получается. Подожди. Опа. Детская комната. А мне точно ехать на работу? Может, мне остаться, осмотреть тут все? Может, тут будут какие-то подсказочки? Но пока что меня настораживает вот эта вот история про прошлого типа жильца. Прошлого жильца этой хижины, у которого, как говорит наш главный герой, похожая на него история. История, похожая на его историю. Это странно. Так, ну что, доброе утро. Чё? А, это скример вороны. Я его что-то пропустила. Я как-то не отреагировала на скримера ворону. Ну, прикольный домик. Прикольный, он не такой бомжатский, как можно было подумать. Почему его как бы сдают задешево, непонятно. Потому что на самом деле выглядит как шикарный коттедж какой-то. Опа, вот этот телепорт. Наконец-то смена закончилась. Менеджер оставил мне какую-то заметку в офисе. Надо бы глянуть. Почитать заметку менеджера. Арендуется офис, церковь рекламируется, лучший фастфуд за $2. Короче, в каком-то магазине мы работаем. Заметка менеджера. Почитать заметку менеджера. Может, она в туалете? Так, писать он не хочет. Реклама церкви в туалете. А, возможно, заметка где-то здесь. Или где? Какое-то должно быть, типа, помещение для персонала. Помещение для персонала. Какая-нибудь комната отдельная должна быть. Может быть, вот это. А, нет, а улица. Ой. Мусорный бак, кстати, можно в мусорный бак сходить посмотреть. Может, там кто-нибудь вылезет. Нет, там вообще пусто. Это туалет. Я что-то не знаю, почему я пошла на улицу. А, вот какое-то здание. А как я сюда вышла? 10 мини-маркет. А я могу зайти вот тут? А, дверь опять у меня вот так вот, вот так вот в лоб открывается. Все, я пропустила дверь. Но нам стоило выйти на улицу для того, чтобы найти вот эту вот комнату. Записка. Поздравляю с первым рабочим днем.
Прежде чем уйти, выполни несколько задач. Собери мусор с пола в торговом зале, убери мусор в урнах, в офисе, туалете и главного входа с улицы и вынеси на свалку за магазином. Вы, кстати, уже ее видели. Запри все наружные двери магазина, выключи свет, в офисе 3 выключателя, щелкни их все. Угу. Ах да, я же закрываю смену. Чем быстрее начну, тем быстрее домой. Собрать мусор с пола. Так, а нам нужно ли какое-то ведро или нам просто наводиться на мусор? Нам просто наводиться на мусор. Как-то разработчик облегчил нам задачу. Тряпки какие-то. А вот это тоже мусор считается? Что такое? Слушай, мне кажется, надо вызвать какой-нибудь надзорный орган в этот магазин, потому что здесь какие-то явные проблемы. Здесь я даже не знаю, что это. Если это раньше были огурцы, то сейчас я вот готова зуб дать, что это не огурцы. Это уже что-то другое. Огурцы-мутанты. Они уже мутировали, с плесенью превратились во что-то непонятное. Так, бутылка. Вроде все чисто. Осталось собрать мусор из урн и вынести на свалку. А сейчас бы знать, собрать мусор из урн. Урны какие? Внутренние, внешние, где их брать, вообще непонятно. Джус, милк, бир, водка, виски, воты. Короче, указатели, где что стоит. Одна урна на толчке. Фу, как я напугалась. Привет, Стэн. Здравствуйте. Ой, я перепутал тебя со Стэнли. Он сегодня должен был тут работать. Фу, у меня аж мурашки до сих пор. Извини, мужик. Извини, мужик, но магазин уже закрыт. Не, я заскочила дать Стэнли его 20 баксов. Кстати, ты его не видел? Сегодня вроде его смена. Подожди, кто такой Стэнли? Стэнли, мой приятель, он тут работает. Такой, с бородой и в зеленой кепке. Я иногда заезжаю сюда поболтать с ним. У меня сегодня первый день, но про Стэнли я ничего не слышал. В зеленой кепке никого не видел. Может, он уволился? Навряд ли. Как я знаю, он вроде переехал куда-то неподалеку. Увольняться не собирался, но я его уже неделю не видел. Ладно, не буду отвлекать, я побежал. Знаешь, о чем я сейчас подумала? Я сейчас подумала, если у нас здесь есть кто-то, какой-то маньячелло, например, какой-то странный мужик. Ладно, надо закончить дела. Если у нас в этой игре, допустим, есть на маньячелло, то вот есть, короче, такой тип маньяков, которые любят прикидываться кем-то другим. То есть они как бы хотят выполнять еще какую-то роль в этой истории. То есть и мне сейчас почему-то пришла мысль, что вот этим вот маньякам-похитителям, например, если, конечно, игра про это, может быть конкретно вот этот мужик, который сейчас пришел. То есть он пришел, строит из себя дурачка, как бы, и подкидывает нам какую-то информацию, которая нас может навести на какие-то мысли, там, заставить нервничать и так далее. То есть таким образом он может реализовывать какой-то свой план. Вот почему-то меня стрельнула такая идея. Собрать мусор из урн. Все еще задача у меня висит. Интересно, почему главный герой сейчас не соотносит 2 плюс 2. То есть не соотносит... А, вот я урну нашла. Не соотносит прошлого чувачка, который здесь работал. Записку из дома, которую он прочитал. И вот этого вот мужика. Может, урна? Да-да-да, вот на входе какая-то урна. Мусор собран, теперь надо отнести на свалку за магазином. Выкинуть мусор на помойку за магазином. Кстати, друзья, это мое первое видео после того, как я бросила курить. Бросила курить я уже 36 дней назад. Про это у меня есть отдельный почти 2-часовой видосик, где я рассказываю свою историю и то, как мне удалось это сделать. Обязательно переходите по ссылке выше и смотрите это видео, будет очень интересно. Мысли о бросании курить мне навелись благодаря вот этой вот помойке, потому что я рассказывала, как я сама стояла около подобной помойки и выкидывала туда свою сигарету с жидкостями. Короче, кто смотрел этот видос, тот понял, о чем я говорю. В общем, продолжаем играть, да. Немножко рассказала о своем другом видео.
Теперь надо закрыть все наружные двери магазина, оставить только заднюю для выхода. Как все сложно у тебя. Закрыть все наружные двери, кроме задней. Слушай, ну вот такое окно, которое практически около пола начинается. Мне кажется, хозяину магазина или тому, кто это проектировал, кто строил, ему не надо было так делать. Хотя здесь вообще окно начинается на самом полу. Ну ладно, ладно, нормально. Это закрыто. Оставить заднюю для выхода. А толчковую дверь тоже надо мне закрывать или нет? Я типа на всякий закрою. А это? А, две створки надо закрывать. Ну и чё, вот так считается? Что? Что это сейчас было? В смысле, мне как-то... Я какую-то щеколду, типа, использую? Засов какой-то делаю или что? А, так это надо по второму кругу еще пройтись, прикинь. На самом деле управление сделано хорошо. Осталось только выключить свет. Ах да, надо бы надеть фонарик. Выключить свет в офисе 3 выключателя. Типа, а как ты мне предлагаешь фонарик-то надеть? А, он у меня уже есть. Все, круто, он у меня уже есть. Раз, два, три, елочка, гори. Наконец-то все закончил, можно уезжать. Закрыть заднюю дверь и ехать домой. Ну вот это задняя дверь же. Чё, не надо мне говорить, что это не задняя дверь. Странно. Я думала, выход напрямую из офиса. А? Наверное, вот это задняя дверь. Чё? А? Чёрт, я же забыл в офисе продукты, которые домой подготовил. Надо сходить забрать. А, так это твои, что ли, были? Я думала, это кто-то оставил. Забрать продукты из офиса. Я тоже, кстати, обратила внимание, то, что какая-то вот, да. Приготовлен тут хлебушек. Значит, огурцы вот эти вот тухлые. Лук. Что-то... Это что было? Мышь какая-то? Для мыши что-то слишком как бы это. Слишком как бы то. Слишком крупно, однако. Это было что-то очень мега быстрое. Но, кстати, я удивлена, что нас не заставили раскладывать продукты по полкам. И играть в симулятор супермаркета. Так, и на засов мы закрываем или там ключом закрываем, да? Все, сигналка включена, магазин никто не будет обкрадывать. Хотя с такими окнами... С такими окнами в такой глуши я даже не уверена. Все, все. Моя работа закончена. Значит, я считаю, что я делаю все хорошо. И для первого рабочего дня очень быстро учусь. Честно говоря, работа в магазине имеет свои плюсы. Как минимум, продукты покупаю дешевле. Ну, а насколько я знаю, есть кто работает в магазине? Напишите, что, правда продукты дешевле? Мне кажется, что нет. Я такое даже никогда не слышала, то что, может быть, реально для работников магазина есть какие-то скидки. Ну, скорее всего, знаешь, что бывает? Скорее всего, может быть, есть какие-то корпоративные скидки. Или что-то типа того. То есть ты, как работник какой-то вот компании крупной, например, сетевого какого-то магазина, получаешь от этого именно магазина какие-то скидки. Вот, наверное, вот такое может быть. Но где мы работаем, вот где главный герой работает, в какой-то глуши, там, скорее всего, какой-нибудь ИПшник обычно открыл этот магазин, чтобы там были какие-то скидки, ну не знаю. Что-то я проголодался, надо приготовить что-нибудь на ужин. Ну, у тебя есть хлеб, 1 лук, 1 помидор и тухлый огурец. Я даже не знаю, что можно приготовить из этого. Что со светом-то все время? Ответить на звонок. Похоже, у фонарика батарейки садятся. Ладно, потом разберусь. Но вообще-то фонарик не издает таких звуков. Алло, это Лестер, ваш арендодатель. Как себя чувствуете? Все в порядке? А что может быть? Здравствуйте, да, все хорошо. Только с работы вернулся.
Вы там один? Помните, я говорил не приводить гостей и не болтать о доме или цене? А почему часы идут в обратную сторону? Почему часы идут в обратную сторону? Да, я помню вашу просьбу. Я никого не звал и живу один. А почему это так важно? Ну, просто налоги и бумаги не хочу оформлять. Вообще, какая тебе разница? За такую цену ты ничего лучше не найдешь. Как-то дерзкий этот арендодатель. Хорошо, не беспокойтесь, я никому не скажу. Кстати, а что с электричеством в доме? Почему все сбоит? Дом старый, проводка барахлит. Не обращай внимания. Если что надо, ищи в кладовке. Ну все, пока. Это странный чувак. Не, ну на самом деле, насчет ухода от налогов, ну, на какой-то процент я могу в это поверить. Ладно, не хочу ни о чем думать, надо приготовить ужин. Поставить сковородку на плиту у меня задание. Так, я тыкаю все выключатели. О, а на кухне-то мы и не были. Очень интересные ковры. Я не знаю, что я прицепилась к этим коврам, но вот эти вот ковры вайбовые какие-то. Они прямо добавляют атмосферы в этот дом. Да и сама кухня, смотри, какая интересная. Прикольно. Так, фризер. Фризер, я думала, может, на фризер нужно что-то положить. Свой помидор, который ты спер с работы, например. Поставить сковородку на плиту. Овощи разложил, осталось нарезать и положить в сковородку. Так, и что это будет? Что за суп? Что за суп у тебя будет, интересно? Это кукинг-симулятор. А? Что? Это я нажимаю на Е, лихорадочно нажимаю на Е, чтобы он порезал брокколи. А что-то нифига не получается. Слушай, ну он прям усердно режет. О, все. Так долго резала, так мало получилось, жесть. Морковка, ну морковка молодая, он ее даже чистить не стал. Знаешь, молодая морковка в огороде растет. Типа у ней настолько тонкая шкура, настолько свежая морковка и настолько тоненькая-тоненькая прям шкурка, что реально я знаю то, что ее могут как бы не счищать, не очищать эту шкурку. Запоминаем, брокколи, морковка, я еще это могу понять. Ну и, кстати, морковка добавляется в самом начале готовки. Морковка добавляется в самом начале готовки, потому что с самого начала мы добавляем те овощи, которые будут тушиться дольше всего. Понимаешь? Надо включить свет. Не дали нам с тобой сготовить. В смысле... включить свет в смысле на кухне? На кухне. Ну вот. Все нормально. Надо так... Я все равно, знаешь, я поглядываю, потому что я не доверяю этой местности. Я поглядываю, смотрю, как бы, может быть, там на улице кто-то ходит. Так, ну все. Но зачем тушить огурец? Мне кто-нибудь скажет, зачем тушить огурец, мне непонятно. Я понимаю еще лук. Вот лук тоже нужно класть в самом начале, потому что он будет тушиться дольше остальных овощей. То есть, короче, принцип такой. В самом начале, если ты тушишь, например, вот это, или там, не знаю, что еще делаешь, короче, начинаешь с тех овощей, которые будут готовиться дольше, как бы до той кондиции, до мягкости, которая тебе нужна. А помидор, кстати, добавляется в конце. Надо бы поверить, что там происходит. То есть, в принципе, я с автором игры согласна. Что за... Но картошку он оставил на потом... В смысле? Я кого-то видела? Я кого-то видела. В этом туалете мы были. Опять вайбовые коврики. А кто-то перевернул оленя, смотри, что-то меняется.
И картина, она стояла ровно, а теперь стоит под углом. А что случилось? В смысле, это распятие? А что у вас там происходит? Ржавое ведро? Мне даже интересно, что нам еще тут покажут. В окне никого нет. Еще один череп, кстати. Какие-то батареи. Еще одна уточка. Опять стёганая туалетная бумага. Как так? Ага. Опять мне дверь по носу дала. А я должна что-то сделать здесь или как? Нарезать овощи. Может быть, я ничего не должна была сделать? Но у меня совсем проблемы с налобным фонариком. Картошка. Но если продолжить разговор о готовке, то картошку в последнюю очередь он кладет. Ага. Теперь надо накрыть сковородку крышкой, включить плиту и ждать, пока овощи приготовятся. Ну, да, как бы, и желательно еще воды туда налить. Как бы, типа. Лестер говорил что-то там про кладовую. Надо глянуть, что там, пока еда готовится. А кто дверь открыл? Осмотреть кладовую. Имеется в виду кладовая вот это вот? Где мы видели разные инструменты? Да что с моим фонариком? Зачем мне сейчас сюда идти? Да кладовую ты говоришь смотреть, вон же она. Подожди, а что, кладовая, что это еще может быть? Какая-то дверь в доме именно? Получается, то это не кладовая. Вот это вот, так, ванная. Я все-таки включу фонарик. Слушай, а мы-то на второй этаж-то не ходили? Или ходили? А, ходили, мы же там спали, точно. Как не ходили? Мы там спали. Зачем мне сейчас сюда идти? Да, потому что ты кладовую хочешь осмотреть. Вот это кладовая, что ли? А, новости. Давай пока я читаю новости, мы фонарик выключим. Хотя нет. Да, давай выключим. Новости. Ремонт моста через речку затянулся. Настил поврежден после ливней. Проезд машин закрыт, пешеходы проходят. Объезд по старой проселочной. Магазины на центральной работают как обычно. Объявление недвижимость. У опушки леса продается двухэтажный кирпичный дом. 2 спальни, зал, кухня, санузел, кладовка, подвал, чердак. На участке есть сарай. А, так это сарай, который мы видели. Проводка требует ремонта. Цена ниже рынка договорная. Показ по договоренности. Телефон 57326. Погода. Ночью прохладно, местами туман. Днем без осадков. Восточный слабый ветер. Видимость в тумане 200-400 метров. Давление близко к норме. Температура ночь плюс 4 плюс 7, день плюс 13 плюс 16. Ну, кстати, неплохая погода. Предохранитель. Беру? Нет, не беру. Просто осматриваю, но не беру. Эдвард и Мэри Харпер. Лето 1932 года. Но, если честно, что-то она пересвечивается, эта картинка, и мне нифига там не видно. Но видно, что это какая-то старая фотка. Фото древнее, дом и вправду не новый. Батарейки. А, заменили батарейки в фонарике. Теперь фонарик как новый. Вроде больше ничего интересного нет. Думаю, ужин уже готов. Но я, если честно, думаю, то, что ужин уже пригорел, потому что он даже не добавил туда воды. Видишь, он просто тушеные овощи хочет сделать. И чего, как взять-то? А, тарелку взять. Тарелку взять. Ложку. Поварешку. Поварешку, ложку, тарелку. Я просто тыкаю. Ага. Все, а можно фонарик? Фонарик можно выключать во время катсцены? Ну, в смысле, не катсцены, а анимации. Ну, какая-то еда у тебя простецкая, конечно. Эта еда называется супер веган.
Веганы отдыхают. Поел, все убрал. Теперь можно идти спать. Ну, молодец, хотя бы убрал за собой. Убрал, помыл, вообще красавчик. Теперь идти спать. Тук-тук, что, да? Чё, кто-то стучал? Кто-то стучал? Есть кто-то, кто стучал? Капец, а никого не волнует, что здесь какие-то старые повозки? Всякие бочки валяются, какие-то металлические предметы. Я не удивлюсь, если здесь что-нибудь будет с войны. Знаешь, типа какие-нибудь боеголовки, я не знаю. Очень странно, шины какие-то. Но, короче, главный герой, забей. Кто-то стучал, но мы не знаем, кто это. Оп. Интересно, почему главный герой пока что подвоха никакого не чует. Я, кстати, пытаюсь проанализировать, видела ли я похожий дом в каких-то других инди-хоррорах. Но, возможно, он мне кое-что напоминает. Но не сильно. Не сильно. Фига книга огромная. Как будто кто-то распечатал «Властелин колец». «Властелин колец» такая, знаешь, жирнющая книга. Я не фанат, если что. Да-да-да-да. Кто там пришел? На самом деле, вот это реально страшно. Проверить, кто стучит. А это как понимать? Вот это что-то меня пугает. Там какие-то сопли на стенах появились. Смотри, они прям блестят. Сопли с блестками, получается. Что такое? Ну, графика в этой игре очень приличная, с учетом того, что у меня стоит медиум сейчас. Средняя, типа, графика. Почему он среднюю поставил? Ну, видимо, потому что высокая графика в инди-хоррорах, она ничем не отличается от средней. Вообще ничем. Просто тем, что она грузит процессор. Вот это никак как бы главный герой не хочет комментировать. Обалдеть. Вот знаешь что? Если бы я просто вот увидела хоть что-то, напоминающее ту картину, которую сейчас вижу перед собой, я бы бежала, роняя кирпичи просто к своей машине и лихорадочно убегала бы домой. Хотя у меня дома-то нет другого, ну, короче, в любое место. Детектив! Добрый вечер. Детектив Джон Ривз. Окружное управление. Я стучал, но вы не реагировали, поэтому зашел сам. Надеюсь, вы не возражаете. Джон Ривз. Хорошо, хоть не Киану Ривз. Вечер добрый, что-то случилось? И мы сейчас сделаем вид, что мы ничего не видели, да? Кишков никаких не видели. Пока что нет, но мне надо задать вам пару вопросов. Вы не против? Ну, как бы... Не против. Давайте пойдем на кухню. Скажите свое полное имя и дату заселения. Майкл Эванс переехал сюда вчера вечером. Вам знаком Лестер Стоун? Да, это владелец, у него я арендую дом. Ну и чё? Где вы сейчас работаете? В магазине Ten. Отсюда примерно 2 километра вниз по дороге. Сегодня была моя первая смена. А вдруг этот хозяин еще хозяин магазина, ИПшник такой, знаешь? Вы что-нибудь слышали о Гарри Паркере, Линды Рейса, Стэнли Уилсоне? После смены заходил мужчина, спрашивал про Стэнли. Сказал, что он его друг. Я ответил, что не знаю его, и он ушел. Он был в кепке и синей рубашке. Что это такое сзади? Я даже не успеваю рассмотреть. Я хочу, но не успеваю. Хорошо. Детектив, скажите, пожалуйста, что тут произошло?
За полгода в округе исчезло 3 человека. Один из них работал в том же магазине, что и вы. Мы ведем расследование. Сейчас у нас на примете несколько участков, включая этот. А вам нужно патрулировать эту местность. Вам нужно поставить, короче, какую-то машину около этого дома. Ну, на сегодня можно пока что закончить наш разговор. Уже поздно, и я не хочу отнимать ваше время. А вдруг меня спасать надо? Вот, возьмите на бумажке мой номер телефона. Если увидите кого-то подозрительного или узнаете что-нибудь новое, то сразу звоните мне. И да, будьте аккуратнее. Я видела кишки на стенах, они еще были с блесками и блестели. А потом я видела, как какой-то труп висит около входной двери. Это как? Это ненормально? Это не вызывает странностей никаких? Да уж, теперь я начинаю понимать, почему стоимость аренды была такой низкой. Но он имеет в виду из-за репутации этого места. В смысле, что если кто сюда переезжает и знает о тех фактах, то, что пропадают люди в этой местности, то, типа, конечно, он не захочет сюда переезжать. Капец. Ну, я считаю, детективу нужно прямо вот с полицейскими, значит, сотрудничать, поставить охрану около всех объектов, которые они там подозревают. Хотя, возможно, сейчас у них нет достаточно доказательств для того, чтобы сюда, как бы, как сказать, притянуть полицию. Чё за бред? Кто там звонит так поздно? А кто знает, что ты здесь вообще? Вот, кстати, интересно, кто знает? А? Надо бежать! Я вообще не поняла, что случилось. У меня просто все в мурашках. Чё за бред? Кто там звонит так поздно? Я не смогла убежать, капец. Так, это я бегу на всех парах. Кишки растут. Черт, что это было? Я так и не могу понять, это призрак какой-то, что ли? Что тут происходит? Я вообще не поняла. Ну, вроде бы это была женщина. Фу, я сейчас напугалась. Здрасте. Смотри, он тоже блестит. Ну, кстати, если бы у меня сейчас работал фонарик, то мы могли бы получше рассмотреть этого мужика. А может ты... А ты не Лестер, случайно? Ты знаешь Лестера? Может, ты мне расскажешь что-нибудь в смысле? Не, ну вот этот скример они не страшно сделали, потому что я уже акцентировала внимание на этом мужике. И как бы я уже его взяла во внимание, и мне не было страшно. Ничего понять не могу. Допустим, я выхожу. Все, это петля. Мы в петлю попали. Дверь не открывается, кстати. Это петля. Нужно что-то сделать, либо узнать какую-то информацию. Детектив или Лестер? Ты кто? На самом деле, мужик достаточно реалистично долбится головой об дверь. Потому что дверь даже начинает вот так вот трястись, короче. Выключила? Ой, жесть. Да кто это? А может быть, это я? Может быть, это меня показывают? Типа, у меня, смотри, у меня какая-то рубашка, штаны, короче, и с этим. Так. С ремешком. Рубашка, штаны с ремешком. Это похоже на меня? Может быть, это я? Блин, если это я, то это печально. Так, и насколько я знаю, это первый хоррор от этого разработчика. А, надо выйти из петли.
Но этот разработчик вообще молодец. То есть я на него тыкала, и там, как бы, это единственная игра, которая вышла. Для первой игры это прям молодец. Молодец. Это нам показывают жертв, что ли, этого дома? Жертв? В смысле, ну как, в смысле, мы еще не знаем, кто у нас главный-то плохой. То есть детектив нам говорил о 3 людях. И среди них была женщина. Вот это явно женское тело. Выключить можно. Help, помоги мне. Помоги. Вот это что? Это типа призрак, что ли? Или что? Фу, мне сейчас реально не по себе было. Я понял, ей не нравится мой взгляд. Нельзя сводить с нее глаз. Хорошо. Находить, где она, откуда она смотрит, смотреть на нее. Очень страшно на самом деле сделали. Так, где же она, где же она, где же она? Я ее не вижу. Я не видела ее. У меня все руки в мурашках. Реально игра криповая. Смотри, но она прячется за диваном. Как так-то? Вот вначале вроде ее можно найти, а потом становится вообще прям непонятно. Вот где она сейчас, я не могу прям понять. Где ты? Да где ты? Почему я ее не вижу? Может быть, она на потолке? Нужно не сводить с нее глаз. Я реально ее не вижу. Ага, вот нашла. Первые 3 раза легкие. А вот дальше. Дальше где она? Вот она. В шкафах. Так, давай я не буду нервничать. Да, она наверху. Она наверху. Потолок. Проблема, да, в потолке. Потолок. Потолок. Скажи, эта сцена реально криповая. Где я? Так, стоп. Это что, был сон? Всего лишь сон. Все казалось таким реальным. Фонарик мой дорогой. На самом деле я хочу оценить ту сцену, которую мы сейчас видели во сне. Я считаю, что она реально крипово сделана. У меня все руки в мурашках. Похоже, ночью упала доска, закрывающая чердак. И раз Лессер про чердак ничего не говорил, загляну-ка я туда по-быстрому, пока есть время до смены. А, тут высоко, сюда нужна лестница. Я, по-моему, видел ее в сарае на улице. Слушай, ну, кстати, да. А мы еще в подвал не ходили. Что? Кто включил красный свет? У нас чердак, да, значит, он у нас не исследован. И подвал тоже не исследован. Вот он. А я и говорила, дом либо 2-этажный, либо 3-этажный. Но, видимо, у них как-то считается то, что вот типа 1-й, 2-й этаж, а 3-й, он не считается за этаж, он считается просто за пристройку. Сарай. Сарай. Я говорю, как-то странные предметы валяются возле дома, как будто какие-то старинные. Как будто предметы из другой эпохи. А вот это, кстати. Вот это что? Может, это хранилище какое-то, типа холодильника, не знаю. Не знаю, что это может быть. Взять лестницу. О, мы сразу скипнулись. Короче, до вот этого, до этой сцены, до этого места. Интересно, и что у вас тут? Похоже, тут один старый хлам. Осмотреть чердак.
Так, не вижу ничего подозрительного, просто какой-то... А, кстати, окно открыто. Очки. Очки. Это же очки Лестера, он был в них, когда мы с ним договаривались об аренде дома. Да ладно, как ты мог запомнить? У этого Лестера может быть 10 очков. Вот, ну скажи мне, пожалуйста, смотри, ты приходишь, короче, базарить с чуваком, у которого ты, например, хату снимаешь, или дом снимаешь, там, загородный дом, например, снимаешь. Откуда тебе бы запомнить, если у него не очки со звездочками и там с пальмами, или какие-то, то есть какие-то из ряда вон выходящие очки, если у него обычные очки, которые носит Вин Дизель, как ты это запомнишь? Вот как ты скажешь потом через, например, неделю, то что вот это именно те очки, в которых был хозяин дома. Но это просто, это либо феноменальная какая-то визуальная память, либо я не знаю что. Пустая бутылка пива. Тут явно кто-то много пил. Скажет, не пил, а баловался, и никакой я не алкоголик. Просто типа пивка бахнул. Плед. Почему-то этот плед ассоциируется именно с детьми. Распятие, крест. Зачем крест, непонятно. Где-то мы его в доме уже видели. Подобный крест. Я думала, может, здесь будет какой-то сейф. Или что-то такое. Но, похоже, это все. Так, походила я, походила. Короче, надо было выключить фонарик. Для того, чтобы обнаружить, что вот, мне здесь не ключ надо брать, а читать вот эту записку. Она как бы как-то слабенькая, но обводится вот этим белым цветом. Первое. Убрать все вещи этого кретина. Срочно найти нового жильца. Обставить хижину крестами, то есть распятиями. Придумать, куда выкинуть оставшуюся одежду и остальной хлам. Вынести свои вещи с чердака и подвала в хижину. Закрыть тропинку, ведущую к хижине, забором. Что за хижина и тропинка с забором? Не забудь, этот запасной ключ от хижины. Его надо спрятать. То есть здесь орудуют как минимум двое. Список дел Лестера. Он кого-то выселил, а теперь обставляет хижину крестами и хочет закрыть туда проход. Видимо, та тропинка у сарая ведет именно туда. Как такое-то? Вряд ли он скоро вернется на этот чердак, так что заберу ключ себе. После работы схожу гляну, что там за хижина. Интересного тут больше ничего нет, и можно ехать на работу. Прикольно, что фонарик, говорю, взаимодействуется даже при анимации. Поехать на работу. Сейчас было бы крипово, если вот так вот наверху был бы скример. Неожиданный. Почему он считает, что это записка именно Лестера? Просто потому, что Лестер это хозяин этого дома? Короче, я так и не поняла, что за хижина. Хижина, там сказали закрыть проход забором. Пока что это выглядит как какой-то спланированный план. Спланированный, короче, сценарий для того, чтобы для чего-то, для какой-то цели заселять сюда людей. Вроде бы все, пора закрываться. Менеджер опять оставил мне записку в офисе. Прочитать заметку. Так, и опять мы идем не в офис, а в туалет. Кто-то что-то накидал. Нифига себе! Ты все вот это заберешь себе? Медведь. Медведь? Медведь-сухарики? Я не понимаю, там написано сухарики или что? Медведь. Майкл, надеюсь, ты выспался? Сегодня день завоза, так что работы прибавилось. Твои задачи за смену: собрать мусор с пола, собрать мусор в урнах, выкинуть на помойку, расставить продукты по стеллажам, берешь коробку, ищешь нужный стеллаж и расставляешь. О, а что я тебе говорила, что нас не заставляют почему-то продукты расставлять? А вот уже как бы игра спрогрессировала до этого. Закрыть все двери, выключить свет. По скриптум. Слушай, в магазине напряжение стало скакать почему-то, поэтому свет может сбоить. Эх, опять как вчера. Собрать мусор с пола.
Ну давай, вчера-то как бы мы только учились, а сейчас мы уже развиваем свой профессионализм. Ой, опять скример какой-то. А сейчас мы уже как бы профессионалы в этом деле, поэтому мы просто 5 секунд и готово. Что это за призрак, я понять не могу. Это Лестер, что ли, или что? Хотя, с другой стороны, Лестер сам должен бояться этого призрака, потому что хозяин этого дома вот, приготовил эти распятия и, типа, написал кому-то, что их нужно как-то расставить. То есть, получается, что сам хозяин этого дома, этого призрака боится. Собрать мусор из урн. Давай сразу дверь закроем. А, у нас же урна в этом, в офисе. Подожди, по-моему, одна в офисе, одна около кассы и на улице вот здесь. Если память мне не изменяет. Так, вот здесь. Двери не буду закрывать, все равно потом нам скажут опять: давай иди, выходи, сделай то, сделай сё. Так. Опять уточка. Уточка нас преследует всю игру. Так, а урна... А, нет, урна не здесь, урна в туалете. Надеюсь, их только 3. Что такое там? Кто там опять такой ходил? Выкинуть мусор на помойку. Так, помойка где-то... Что за баг, кстати, я не могу понять. Это для воды, что ли? Вообще странно, но похоже на баки для воды. Так, помойка выкинута. Теперь самое сложное. Надо расставить продукты по стеллажам. А почему сложно? Типа... А, места для продуктов подсвечены зеленым. Разложите продукты по стеллажам. Почему самое сложное? А? Может быть сложно, потому что здесь призраки? Так. Это у меня были какие-то консервы. Консервы фасоли. Ага, зеленый это пи. Пи. Пи, типа горох вроде. Вроде бы. Сейчас мы взяли какие-то консервы. А может быть это и есть их место? А что не так? Все так, просто расставляется по одной штуке. Слышишь звук? Вот такой вот звук был. Очень странное взаимодействие. А что такое-то случилось, призрак? Причем интересно, что этот призрак обитает и в магазине, и дома. Что случилось-то? Ну он сразу убегает. Призрак нерешительный. Просто не понимаю, как он живет сразу в 2 местах. Это как-то странно. Так, это я не поняла. Тоже какая-то газировка, то ли кола. Но мы заполняем пока что вот этот стеллаж. Вот, слушай звук. Места для продуктов подсвечены зеленым. Но это точно водичка. Ну, кстати, реально, что-то как бы слишком долго мы это расставляем. Может быть, когда мы расставим, придет этот призрак и убьет нас? Хотя, мне кажется, если призрак хотел бы нас убить, он бы это уже сделал. Ты что, ты дурак, что ли, или что? Вы не подскажете, где здесь выход? Ты чё, слепой, что ли? Я пытаюсь выйти, но все двери ведут обратно. Это очень крипово, я тебе отвечаю. Черт, что это было? Куда он делся? Включить свет. Это реально очень страшно было. Я в шоке, что это первая игра разработчика, и он реально хорошо ее проработал.
А как включается свет? Вот отсюда же, да? Разложить продукты по стеллажам. Все, берем медведа и делаем вид, что ничего не было. Вообще, продолжаем делать вид, что мы живем просто обычной жизнью обычного человека. Просто расставляем медведа на полку. Все нормально. А здесь что? Поридж. Поридж — это каша. Давно не слышала этого слова, кстати. Какие-то то ли хлопья мы взяли, то ли что. Короче, недавно вышла игра. Что-то про добывание золота на Аляске. Капец, пока я рассказывала, как бы пропустила скример. Но у меня мурашки пошли, да. Я себе ее, короче, скачала, и так и не удалось пока поиграть. Аляска Gold Fever вроде называется. Если я ничего не путаю. В общем, хочу посмотреть, что за игрушка. Что такое? То есть 5 банок сюда, 5 банок туда. Ну, это potato chips, картофельные чипсы. Закрыть все двери, кроме задней. Интересно. Ну вот, я считаю, что нужно санэпидемстанцию позвать, потому что, этот магазин явно не следит за качеством своего товара. Как бы ужасно, ужасно. Заплесневелые огурцы продает. И все молчат и делают вид, что все окей. Что? Это же задняя дверь считается. Закрыть все двери, кроме задней. Вот это нет. Да что ж такое-то? Теперь я понимаю, почему у игры столько положительных отзывов. Осталось только выключить свет. И поехали домой. Тут с вами, поедешь домой. Закрыть заднюю дверь и ехать домой. Чё? Что-то мне кажется, что, говорю, вот этот вот хозяин дома... Да что ты такое? Мне кажется, что хозяин дома, он владеет этим магазином тоже. Это был всего лишь сон. Это всего лишь плод моего воображения. Я так понимаю, что он просто продолжает себя убеждать в этом. Ну, честно говоря, если бы у меня, когда я в бодрствовании нахожусь, случился бы такой вот плод воображения, то я бы пошла и самостоятельно сдала себя в дурку. Я бы сказала: лечите меня, мне совсем плохо. Ну что, ладно, ты во сне такое увидел. Хоть уже и стемнело, но я должен выяснить, что в этой хижине. Здесь явно что-то не так. Найти хижину, тропа около сарая. Получается, он целый день работал и думал об этом. Типа, что такое он прочитал в записке? Тропа около сарая. Короче, идем прямиком к сараю, будем разгадывать тайну этого места. Вот реально делали бы все инди-хорроры. Кто там такой стоит? Это Лестер, это ты? Делали бы все инди-хорроры с такой атмосферой и с такой графикой. Реально классно выглядит. Ну, вот это слишком громко. Тропа возле сарая. Вот это что ли? Давай зайдем сначала в сарай, потому что, возможно, нам пригодится что-нибудь. Типа ножовку, да, взять. Топор. Я бы взяла что-нибудь для самообороны, например. Я не понимаю, почему главный герой даже об этом не думает. Хотя, если ты возьмешь что-нибудь для самообороны, смотря в какой-то стране. Если ты в России, то, все не очень. У нас с самообороной все плохо. Ты как бы окажешься потом сам виноват, в общем, если что-то возьмешь. Похоже, я иду в правильном направлении. Ой. Какие-то знаки. Что в лесу делают фонарные столбы? Ну, кстати, я не думала об этом. Фонарные столбы были бы здесь уместны, если бы это был какой-то парк. Парк. Ну, что ты орешь-то?
Я, кстати, без шуток недавно гуляла, и я слышала, какая-то птица издает примерно похожий звук. Серьезно, это было наполовину смешно, наполовину страшно, но я реально слышала очень похожий звук на тот звук, который мы сейчас слышали. Я точно знаю, что это птица. Неожиданно было. А про это ты ничего не скажешь? Ботинок, кажется, что лежит здесь не так давно. Ну, олень это было не страшно. Может взять фонарь, лампу? Так, подожди, вот там что-то есть. Давай сходим сначала вот сюда. Ну, необычная игрушка. Прям стоило уделить ей внимание, я считаю. А, это просто фонарь упал. Но в данном хорроре... Чё ты ходишь-то за мной постоянно? В данном хорроре единственное объяснение фонарным столбам в глуши, в лесу. Объяснение такое, что это не настоящие фонарные столбы. Вот опять знак такой необычный. Сюда пойти, либо идти на свет. Либо сюда, либо на свет. Даже не знаю. Хорошо, давай сюда. Мне кажется, если мы должны по скрипту дойти до какого-то места, мы в любом случае до него дойдем. Я просто здесь вижу что-то, какое-то то ли распятие. Знаешь, мне напоминает эту картинку из, короче, начального экрана Fear the Time Loop. Ссылка на игрушку Fear the Time Loop сейчас появится вверху экрана. Игрушка очень классная, всем советую посмотреть. Там тоже был вот такой вот какой-то тотем, нам показывали. Да, без фонаря здесь делать нечего. Ну смотри, ну сектанты какие-то явно. Явно. Вот интересная такая картинка. Вот там была, кстати, да, там был тотем такой вот, я даже не знаю, как это еще по-другому назвать. На распятии какое-то типа человекоподобное существо с рогами оленя. Можно это назвать тотемом или как-то это по-другому называется? Коса, кстати, распятие здесь везде есть. Распятие, колючая проволока. Оу. Я не знаю, что... Я подумала, что это может быть уроборос какой-нибудь такой, типа... стилизованный. Но больше похоже на какой-то лабиринт. А, может, надо почитать книгу. Журнал тестируемой защиты. Что бы это ни значило. Что такое тестируемая защита? Возможно, перевод кривой. Журнал теста защит. Теста защит. Может быть, защит от существа какого-то или как? Идол установил на крест оленей череп, поставил свечи. Результат – провал. На следующий день на идоле была чья-то кровь. Эффекта 0. Рунный монолит. Высек на камне руны, обмазал кровью для барьера. Результат – не сработало вообще. Лесные тотемы. Развесил ловушки для духов из веток и веревок. Результат – кошмары стали короче, силуэтов меньше, но демон все равно проникает в дом. Это уже о чем-то говорит. Это говорит о том, что здесь кто-то проводит, скажем, какая-то сущность овладела домом и магазином, возможно. И человек, возможно, хозяин этих объектов недвижимости, скажем, он ищет способ, как избавиться от этого духа. Деревянный бог вырезал идола, чтобы демон вселился в предмет. Результат – ничего не вышло. То есть это реально какая-то научная работа. Деревянные кресты. Огородил дом крестами из старых досок. Результат. Демон избегает их. Но стоит мне уснуть или далеко уйти, как кресты оказываются перевернутыми или вырванными из земли. Приходится ставить их заново. Птичьи клетки. Поставил птиц, чтобы они чувствовали приближение зла. Результат. Защиты 0. Птицы в ужасе бьются о прутья и дохнут от страха в первый же день. Защитные молитвы. Читал заклинания из книг каждый вечер. Результат. Пока читаю без остановки, в доме тихо. Как только замолкаю, тварь возвращается. Читать их круглосуточно невозможно, горло не выдерживает. Да, на самом деле... У меня просто сейчас в мурашках абсолютно все. А какой там, сказал он, самый эффективный был этот антидот-то?
Огородил дом крестами из старых досок. Вот как-то огородить дом крестами кажется более таким реальным, реалистичным способом. Но, говорит, надо следить, чтобы этот демон их не переворачивал. Вот тоже знак какой-то похожий на ведьму из Блэр. И задания-то никакого у меня не висит. Почему-то. Нифига ты кабан. Это как человек умножить на 2. Или даже на 3. 2 метра в длину, 2 в ширину. Ну какой-то дух, допустим, смотри, дух-демон, допустим, он с нами играет. Почему он нас не убьет, а играет с нами? Почему он нам показывает на слайд у нас какие-то кошмары? Почему, если ему нужна плоть, почему ему просто не убить? Исследовать хижину? А, возможно, эксперименты проводятся в хижине, а не в доме. Ну что, ты видишь все в крестах? Я, пожалуй, к окну сначала подойду. Слушай, интересно. Вообще, да, вот по местам, в которые мы попадаем, хоррор действительно необычный. То есть видно, что текстурки нестандартные использованы. Это очень сильно подкупает прям. И еще графика прям очень в реализм. Смотри. Вон, даже есть сгущенка, сгущенное молоко, короче, там, сколько там, 85%. Сметанка или султанка. Не знаю, что это. И какое-то мясо. Вяленое мясо или тушеное мясо. Lucky Star Сиги. Вино какое-то. Жалко, присесть не могу, еще осмотреть артефакты, которые тут есть. Так, ну кресты не перевернуты. По сути, мы в сейф-зоне, да, находимся? План «Конец кошмара». Наконец-то я нашел точное описание этой твари в старой книге. Демон называется Асгарат. Сейчас я... Пошел вон, серьезно, демон Асгарат, ты меня достал уже, блин. Демон называется Асгарат, значит, он сводит людей с ума какое-то время, а потом утаскивает жертв в свое измерение и запирает в бесконечном кошмаре. Также написано, что демон боится прямого зрительного контакта и огня. Мало активен днем, а утащить в свое измерение может только ночью в темноте. Но главное, там четко сказано, уничтожить демона можно только пламенем. Как я понял из книги, просто сжечь дом в нашем мире ничего не даст. Тварь выживет и просто придет за мной. Книга гласит, убить Асгарата можно только в его истинном измерении. Нужно придумать, как поджечь измерение демона изнутри, не попадая туда самому. Честно говоря, звучит как будто как что-то нереальное. Как можно что-то сделать в измерении, не попадая туда самому? О, кто-то варил то же самое. Похоже, это недавно приготовлено. Ну, похоже, что да. Хлам Стэнли. Надо сжечь весь хлам этого придурка Стэнли. Детектив ищет именно его. Если копы придут с ордером и найдут хоть одну вещь, то... Дрова. Нужно наколоть дров до наступления холодов. Плюс понадобятся материалы для новых крестов и тотемов. Печка. Обязательно установить старую печку в доме. Ночами будет слишком холодно. Детектив. Он приходил в дом и говорил с Майклом. Он явно ищет Стэнли. Если Майкл тоже пропадет, завтра копы перевернут дом и найдут улики. Я стану главным подозреваемым. Майкл, то есть я. Завтра же выселить его подальше. Или выгоню его, демон достанет его там и придет за мной. Нового жильца ведь нет. Оставить в доме? Исчезнет в доме, детектив придет с ордером. Черт, нужно срочно менять все планы. А ты знаешь, это такой поворот, от которого ты начинаешь думать, что как бы тебе нужно встать именно на сторону этого хозяина дома и вместе с ним скооперироваться будто бы. То есть хозяин дома уже не кажется тебе таким врагом и плохим. Кофе еще теплый. Ну правильно, тут со сгущей. Кто там все время ходит? Я видела еще какие-то предметы вот тут. Распятие. Так, распятие.
таблетки, наверное, от головы, да? Томас Брукс. Заселение 12 ноября. Исчез 5 декабря. Приехал в глушь писать книгу. Хватило его на 3 недели. Под конец он развел костер из своих рукописей прямо на полу в гостиной и исчез. Никто из издательства даже не звонил. Идеальный вариант. Эмили Картер. Заселение 20 декабря. Исчезла 8 января. Примечание. Искала уединение после тяжелого развода. Продержалась чуть больше 2 недель. Исчезла прямо на кухне, оставив включенную плиту. Дэвид Миллер. Заселение 15 января. Исчез 28 января. Бывший военный. Думал, что сможет отстреляться от того, что прячется в стенах. Разрядил ружье в стену спальни, а на утро от него осталась только пустая гильза на полу. Его хватило на 13 дней. Роберт Кейн. Заселение 2 февраля. Исчез 17 марта. Ну, кстати, проходит не так много времени, да? От 2 до 3 недель, я так понимаю. Идеальный вариант. Старик без родственников. Смог продержаться целых 1,5 месяца. Февраль... ну да, реально 1,5 месяца. Под конец он заколотил окна досками и перестал выходить из дома. Никто за ним не пришел. Гарри Паркер. Заселение 27 марта. Исчез 2 апреля. Никто его не искал, последний раз его видели в магазине. Проблем не доставил, но хватило всего на неделю. Линда Рейс. Заселение 8 апреля. Исчезла 10 мая. Пыталась сбежать, по итогу исчезла в другом районе. Приходил шериф за показаниями, но подозрения на меня нет. Хватило на месяц. Стэнли Уилсон. Заселение 20 мая. Исчез 3 июня. Это передо мной, чувак. Очень проблемный. Звонил мне каждый день. Жаловался на дом. Побежал в полицию за день до исчезновения. По итогу ушел в лес в другом районе и не вернулся. Теперь детектив его ищет. О, черт. Майкл Эванс. Заселение 10 июня. Примечание. Чертов детектив, он теперь следит за Майклом. Если он исчезнет, я стану главным подозреваемым. Надо что-то придумать. У нас в этой записке есть несколько упоминаний о том, что когда человек, который пожил в этом доме, пытается бежать, например, написано, бежал там в другой район или просто ушел с этой местности, его все равно демон достает. Что, если это так и есть, и единственный способ все это прекратить, это начать сотрудничать вместе с этим, с хозяином дома? Понимаешь? О, толчок атмосферный. Толчок? Пройти не могу. Так, ага. Вот откуда эти тотемы в лесу. То есть они все-таки защитные. Деревянный идол. Не может быть. Эти записи, пропавшие люди, тотемы, кресты. Тот вчерашний сон и силуэты демона, которые я вижу. Все это гребаная правда. Ну, это реально звучит странно, но это правда. Надо срочно валить отсюда и сообщить детективу, что тут происходит. Бежать отсюда задание. А тебе не кажется, что бежать отсюда лучше с этим, с распятием в руках? Как-то вот мне так вот больше спокойнее было бы. Я считаю то, что нужно распятие прицепить одно на спину, другое на грудь. И в руках еще держать парочку и бежать вот так вот. Ну, потому что реально очень страшно. Но вопрос насчет фонарных столбов остается открытым. Потому что человек сам не может провести фонарные столбы. То есть этим должен заниматься какой-нибудь там... Как называется? Ну, короче. Городские, как бы, службы. Это хозяин? Майкл, просыпайся. Ты сейчас в подвале, и у тебя мало времени. А что делать в подвале? Наверняка ты уже сам понял, во что ты вляпался. Но у меня есть идея, как это все закончить. В одной книге было сказано, что Асгарата можно убить огнем. Но просто спалить дом ничего не даст. Логово демона надо сжечь изнутри. И ты отлично подходишь на эту роль.
А у меня, походу, выбора нет. Я оставил зажигалку и канистру с бензином в зале. Просто залей зал бензином и подожги его. Я провел обряд для того, чтобы ты туда быстрее попал. Как только догорит последняя свеча, демон утащит тебя в свое измерение. Сожги это проклятое место дотла. Да, ты сгоришь вместе с демоном. Но зато ты спасешь меня. Но зато ты спасешь меня. Прости, Майкл. И прощай. Блин, а это жестоко со стороны владельца. Может, получится что-то изменить? Я думала, с владельцем надо затусить и быть как бы на одной стороне. Но сейчас было, ну, такое. 50 на 50. Нет. Нет! Я опять тут! Лестер, я клянусь, когда я выберусь отсюда. Ну чё, мало ему не покажется? Я так понимаю, мы в другом измерении, да? Что-то меня это вообще не радует. И фонарика у меня нет, и я иду задом. В смысле? Нельзя сводить с демона глаз. Удерживайте Е, чтобы открыть шкатулки. Подожди, я же была в измерении. А что за механика? Что за механика? Типа, я кручу, потом жду, пока демон появится. И начинаю на него смотреть. А, сзади меня, сзади меня. На самом деле он орёт очень страшно. То есть мне нужно раскручивать шкатулку. Вот он отсюда появится, отсюда появится. О! А чё ты так это сделал-то? Я ж смотрела на него. Я просто сейчас, знаешь, что пытаюсь вспомнить? Это где-то было. Где-то я такое видела, когда, значит, ты на кого-то смотришь, этот кто-то превращается в камень. Вот, видишь, застывает. Это похоже на что-то. На какую-то историю из фольклора, не знаю. Где-то я такое видела. Кто-то кого-то превращает в камень. А это не с Медузой Горгона ли связано? Короче, что-то у меня всплывает такое в голове, но не знаю что. Не знаю, что именно это. Так, ну вот, допустим, я продолжаю крутить. Беру. Что, не надо брать, что ли? Так, оббегаем, посмотрим, что вообще тут происходит. Что мне нужно делать. Хорошо, вот он меня преследует. А чё это за фигня такая? Может появиться откуда угодно, да, прямо зашел сзади. Ага, может быть просто нужно открывать? Чуть меня не съел, блин. Может просто нужно открыть их? Ну типа вот видишь, ничего не происходит. Ой-ё. Какая-то жуть вообще. А, вот шкатулка. Так, все трясется. Стоим, смотрим. Вот он. Хорошо, ключ. Какой-то первый ключ мы получили. Еще одна шкатулка. Тише. Смотрю на тебя. Слушай, ну разработчик меня удивил этим хоррором, если честно. Вообще без шуток. Куда бежишь-то? Я вижу тебя.
Этот хоррор реально удивляет. Вот эту шкатулку я могу крутить ограниченное время. Можно и вот эту покрутить. Вот как ты это сделаешь-то? Нельзя сводить с демона глаз. Так я это понимаю. А что, заново все проходить получается? 6 ключей. Вот, блин, я вижу, что этот уровень вызывает у тебя трудности, поэтому теперь после смерти у тебя всегда будет возможность пропустить текущий уровень. Пропустить текущий уровень. А он действительно вызывает трудности, и не потому, что мы с тобой не поняли, как работает этот уровень, а он вызывает трудности только по той причине, что когда с поворота выходит вот этот вот демон, он как бы не успевает просто остановиться перед тобой. То есть это проблемы разработчика, а не мои конкретно. Поэтому я нет, я, наверное, не буду пропускать, я попробую еще раз. Я поняла, как это работает. Но вот шкатулка есть проблемная в одном месте. Поэтому постараемся с ней как-то поаккуратней. Все, молодец. Отходим. И давай открывать другие шкатулки. Мне кажется, она появится вот отсюда. Вот смотри. Да. Как-то нужно поймать зрительный контакт. Теперь я знаю, что она пойдет вот отсюда. Ну, в смысле, вот оттуда. Вот стой. Остановилась. То есть я говорю, это проблема разраба, то, что демон не останавливается. Это не мои, как бы, проблемы. Смотри, успела, а тогда она не успевала. То есть есть какое-то место баганутое. Из поворота, как будто она не может. Да, вот надо отходить. Видимо, нужно понимать эту особенность. А, здесь нет ключа. Блин, печали, ключа-то нету. Смотри, она успела остановиться. Но были все шансы, что она не успеет. Тише, все, смотрим. Так, а где мы еще что пропустили-то? Мне кажется, она пойдет вот отсюда. Смотри на меня, да. Вот эту давай делать. По-моему, вот эту мы открывали, нормально было. Стой. Но здесь она слишком близко, я хочу подальше отойти. Потому что я говорю, демон срабатывает не всегда. Ой, шкатулка улетела. Так, она пойдет вот оттуда. Давай лучше здесь постоим. Все, уведем ее от того места. И можно вот эту вот открывать. То есть она сейчас примерно вот тут. Ну, демонша вот эта. Мне кажется, она будет здесь. Все, остановилась. И здесь у нас нет. Здесь у нас ничего нет. Ключ второй. И, короче, 4 ключа. Стой. И давай открывать по очереди. Короче, не будем давать ей подходить близко. Какую-то просто тактику надо выработать. Все, остановилась, молодец. Так, и теперь, когда она будет на меня нападать, она, наверное, пойдет вот отсюда. Мне кажется, она пойдет. Да. Она мне не даст открыть эту шкатулку. А умирать я не хочу, потому что я все-таки хочу своими силами пройти этот уровень. Так, а мне нужно, да, вот это вот место. Это еще одно место с каруселькой. Ой, я на нее вышла! Пропустить текущую... Ладно, все. Давай пропускать. Я нажала пропустить, и чё? Типа, представим, разработчик нам дал шанс представить то, что мы сейчас все это прошли.
Что это такое? Стоп, что? Что это такое? А, это мы выгоняем ее, что ли, откуда-то? Я ничего не понимаю, что происходит. Предохранитель, который превратился в тыкву. В тыкву. Предохранитель нормальный. Вставляем и... Это пошли какие-то интуитивные типа загадки? Или что это? Страшные звуки доносятся из коридоров, они сигнализируют о возможном присутствии демона в этом коридоре. То есть у нас 3 коридора. Но есть шанс, что звук был ловушкой, и демона там не будет. Как проверить коридор? Чтобы наверняка распознать демона, надо на полметра войти в коридор. Тогда вы сможете услышать редкие звуки шагов, а также звуки тяжелого дыхания, означающие, что демон уже близко. Граммофон. Чтобы выключить музыку, нажмите Е на рычаге и удерживайте его, пока он полностью не опустится. Вообще меня прикалывает, что автор этого хоррора объясняет для тех, кто на бронепоезде, как пройти его игру. Короче, мы поняли. Я думаю, что это и так как бы понятно, интуитивно даже. Только зачем себе открывать шкатулку? А, шкатулка триггер того, чтобы нам дали предохранитель, что ли? Да? Нет, нам ключ какой-то дали. Стоп, еще одна такая дверь получается, что ли? Не совсем я сейчас понимаю. Рычаг, выключаем граммофон. Ну и теперь мы должны... О, страшные звуки, как проверить коридор. Но мы поняли, что звуки из коридора. А нам-то что нужно было делать-то сейчас? Сигнализирует о возможном присутствии демона в этом коридоре. Ну и что, как мне это? Граммофон, чтобы выключить музыку, нажмите Е, удержите, пока он полностью не опустится. Я это только что и сделала. А что я сделала не так? Надо на полметра войти в коридор, чтобы наверняка распознать демона. Услышать редкие звуки шагов, отвечающие, что демон уже близко. Так что? Ага, растворился. Предохранитель ставлю. И... услышать редкие... Вот это редкие звуки шагов. Да-да-да-да-да. То есть мы слышали тык. То есть мы должны каким-то образом при помощи света уничтожать, что ли, демона. Так, превратился в тыкву. Взяли. Теперь нам предлагает, значит, автор этой игры слушать звуки шагов. Интересно, как нам это сделать? Ну-ка, давай вот это. Ага. Так, давай-ка, ну-ка, угадаем. Нет, не угадали. Не угадали. То есть мы, типа, должны демона уничтожить? Послушаем. 1 шаг. Шаг. 10 шагов я не слышу. Не слышу шагов, вот только вот здесь слышу. Да, вот он. Вот он, демон. Вот он, демон оборзевший. Сколько-то раз, видимо, нужно это сделать, чтобы его как бы уничтожить или типа того. Потому что у нас-то изначально была задача вообще сжечь это место. Тут пошли какие-то загадочки под конец.
А зачем шкатулку делать? Я не знаю. Я не шарю. Может быть, надо параллельно этому еще шкатулку крутить? Там был, слышу, один шаг. Так, ну-ка. Ну, опять демон здесь. Он типа прикола только там? А, шкатулка закрывается. Не совсем понимаю, как это работает. Единственное, что понятно, это когда предохранители появляются, нужно как можно быстрее их взять. Демона слышу. Да-да-да, вот он в этом коридоре. Допустим, я это делаю, и опять пошли предохранители. Мне кажется, если я их не буду брать, то будет как бы капец. Будет все очень плохо. Пытаюсь шкатулку дергать, потому что шкатулка дает ключи. Вот видишь? Типа параллельно со всеми этими манипуляциями надо каким-то образом ключи доставать еще из шкатулки. О, прикольно, кстати, сделали. 3D-картины такие мне нравятся. Может, еще ключика накинете? У нас тут, типа, как бы опять точно такая же дверь, как на прошлом уровне. Я не понимаю, почему так. Ага. Можно еще покрутить? Может, реально? Да, реально накинули мне ключ. Ой, хорошо. Игра, в общем, опять предлагает мне пропустить. Пропустить уровень, но нет. Мы с тобой пропустили тот уровень, потому что там было и так понятно, что делать. Просто он какой-то реально нудный. А вот этот уровень, в принципе, хочется пройти. Интересно сделано. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Сразу дали ключ. Надо было, короче, не тупить, сразу взаимодействовать со шкатулкой. Просто я почему-то изначально думала не про ключи и шкатулку, а про то, что нужно как-то уничтожить демона светом. Второй ключ дали. Ну, вообще отлично. Ага, ага, вырубаем, вырубаем. Ты чё? То есть нельзя долго взаимодействовать. Да не хочу я пропустить. Я не хочу пропускать. Я хочу понять логику разработчика. Разработчик, хочу понять твою логику. То есть еще нужно следить за коридорами, но когда нужно следить за коридорами? Вот слышу звук. Ну, нормально. Вот я слышала звук демона. Значит, подошла такая. Так, а я где? Подошла такая, значит, выгнала его светом. И все, я молодец. Это первый ключ. То есть надо как-то... Тихо, 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 тихо. Вот здесь. Да-да-да, вот демон. Убираем, убираем. Ждем предохранитель. Предохранитель ждем. Так, ну, конечно, нет. Конечно же, он вот здесь. Типа я поняла, короче, надо выудить все ключи, и при этом, чтобы тебя ни из какого коридора не поймали и за жопу не укусили. Вот я его слышу. Вот его прям было отчетливо слышно вот здесь. Второй ключ пошел. Возможно, сейчас я пройду. Возможно, сейчас я пройду. Я беру предохранитель. Так. Не лажаем, не лажаем, не лажаем. Как можно быстрее выключаем этот звук. Потому что этот звук, он не дает распознать прямо из какого коридора выйдет демон. Тихо, я его слышу вот здесь. Да-да-да, вот он. Крутим, пока он ушел, да, крутим шкатулку. Нет, предохранители, предохранители очень важно. Поехали. Странная механика, но ладно. Ну, как есть. Странно, но, в принципе, проходимо. Это уже третий ключ. Поздравляю, мы на середине пути. Можно крутить дальше. Хотя, подожди. Послушаем. Шаги.
Я все-таки отогнала бы демона. Да, вот она. Пока она там стоит, я буду крутить. Так, предохранитель превратился в тыкву. Так, в тыкву. В тыкву. Вот это не тыква. Поехали. Так, это плохо. Сразу выключаем. Сейчас, мне кажется, на середине пути надо быть осторожнее. Я слышу здесь шаги. Но разраб нам сказал, что шаги могут быть фейком. Нет, не фейк, вот она. Я кручу дальше, хочу ключики замутить. Шкатулка открылась, и я пока что возьму предохранитель. Потому что я так понимаю, что это задание на время. Предохранитель пошел, ключ пошел, и это 4-й. Слушаем шаги. Не могу понять. Вот отсюда, что ли? Дай нам знак. Как будто вот отсюда. Блин, мне кажется, что меня... Мне казалось, что сейчас вот точно меня за жопу-то укусят. Мне кажется, она здесь. Нет, ее здесь нет. Ты представляешь, ее здесь нет. Как тебе сказать, вот уже полностью понятно, что делать, но такие вот моменты в играх нужно реально переигрывать, пока не будет удачного стечения обстоятельств. Мне кажется, да, можно пооперативнее все это пытаться сделать. И это уже 3-й ключ, кстати, довольно быстро мы с тобой начали разбираться. Зайдите, говорит, на полметра и послушайте. Мне кажется, что это как будто бы здесь. Как будто бы вот тут. Как будто бы вот тут. Да, она здесь. Крутим, как не в себя крутим. Ага, идет анимация предохранителя. Выключаем срочно. Срочно выключаем, и пока есть время, надо послушать. Шаги, 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 шаги. Вот здесь. Да, вот она в среднем коридоре. Все, нам нужно достать ключ. Я продолжаю крутить, пока достаются эти предохранители из стен. Ай, ну кажется, взяла. Что? Это была пустая шкатулка? Нет, не пустая. 4-й ключ пошел. Кручу. Нет, послушаем демона. Не слышу. Не слышу. Слышу. Да-да-да, вот она. Продолжаем крутить. 2 ключа, мы должны пройти. Ну прям надо пройти, 2 ключа. Есть! Смотри, я как никогда близка к цели. Ой! Как будто бы она вот здесь. О, я ошиблась, прикинь, это может быть фатально. Я тебе отвечаю. А, нет, все нормально, нормально, предохранитель. Да, вот она, я напугала ее, Крутим. Ну давай, сейчас должно получиться. Маш, давай, должно получиться. Нажимаю. Давай, мы пройдем, мы реально с тобой пройдем, я тебе отвечаю, мы пройдем. Все, прошлый уровень не получилось пройти, но зато этот получилось, все. Похоже, это конец. Тут нет выхода. Надо сжечь это место. Канистра и зажигалка. Интересно, реально сработает или нет? Телефон. Осталось поджечь. Интересный стол со спиралькой. Хотя что? Можно кое-что попробовать. Попытаться позвонить детективу. Я офигею с этой игры. Детектив, если вы меня слышите, помогите мне!
Это все был Лестер! Он убийца! А как бы демону-то пофигу! Ну, мы сжигаем демона в его измерении. Мы сможем выжить, да ну нафиг! Блин, реально сможем? Я хочу хэппи-энд. А, детектив, ну все, детектив пришел, он нас спас. Неплохо, месяц спустя. Через несколько дней после пожара Лестера задержали при попытке пересечь границу города. Несмотря на попытку уничтожить улики в хижине, полиция смогла найти достаточно доказательств. Лестер был приговорен к пожизненному заключению. Тела предыдущих жертв так и не были обнаружены. В лесу были найдены лишь их личные вещи. Майкл восстановился и был выписан из больницы уже через неделю. После всего произошедшего он тщательно проверяет историю каждого дома перед тем, как въехать, а лесные окраины обходит стороной. Coincidences. Благодарю за прохождение моей игры. Ее сделал один человек, и ты тоже прошел ее один. Забавно, правда? Совпадение, не думаю. Если ты столкнулся с багами, хотя это невозможно, пожалуйста, сообщи об этом в обсуждениях игры в Steam. Я слежу за фидбэком и постараюсь оперативно выпускать патчи. Еще буду благодарен за честный отзыв в Steam. Надеюсь, я это переживу. А чтобы не пропустить мои будущие релизы, подпишись на страницу разработчика Fog Time в Steam. Я считаю, что это достойный представитель инди-хорроров. Оцениваю эту игру где-то на 8-9 из 10. Мне очень понравилась визуальная часть, то, как игра выглядит и какую атмосферу она создает и поддерживает. Реально, респект разработчику, очень все понравилось. Мне понравилось, что эта история была раскрыта через записки в хижине в лесу с крестами. И вот эти записки были реально достаточно интересными и раскрывающими то, что здесь происходит. Сначала было непонятно, почему демон преследует нашего главного героя и в супермаркете тоже, где он работает. Но потом, после этой записки в хижине, стало понятно, что демон просто, типа, как цепляется к какому-то конкретному человеку и будет преследовать его, куда бы он ни пошел, куда бы он ни уехал. На самом деле, если не угорать над историей, то она реально жуткая. Мне, конечно, видится маловероятным, что после поджигания дома в демонском измерении наш главный герой остался жив, но, видимо, одновременно наш главный герой находился и в параллельном измерении, и в реальном доме, то есть одно место и два разных пространства. С точки зрения логики кажется, что действительно главному герою пришлось бы совершить самопожертвование через сжигание этого места, этого дома, но автор игры посчитал то, что детектив вполне может прийти на помощь и его вытащить. Может быть, действительно, наш главный герой вырубился в этом параллельном измерении, в демонском. Там он как бы вырубился. И если бы его там вовремя не спасли, как бы не вытащили в сознание, в реальную жизнь, то тогда был бы кирдык. Но получилось так, что детектив успел и, короче, его спас. Немножко топорно и не совсем понятно, но, если честно, я рада, то, что это хэппи-энд, а не какой-то акт самосожжения. В общем, очень-очень неплохая игрушка. Я не жалею, что ее прошла. Хорошенький хоррор на 8-9 из 10. И, друзья, еще одна новость, еще одно событие, на которое я не могу повлиять. В общем, люди выкупили квартиру, которая ниже меня этажом, и делают там ремонт уже в течение, практически месяца. Естественно, они сверлят стены каждый день, в том числе и стену, которая находится за мной. То есть эта стена ко мне настолько близко, то что если сверлить вот рядом с этой стеной, то получается звук просто невероятно громкий. Я это говорю потому, что ремонт соседей снизу влияет на мои записи. Сегодня перед записью мне пришлось ждать больше часа для того, чтобы сверление стены сзади меня закончилось. Я сейчас сделаю видеоуставку, какой звук вы услышите, если сверлит стену сзади меня.
Звучит это вот так вот, это очень громко. Я не знаю, сколько это будет продолжаться, и, как вы понимаете, это влияет на мои записи. Так как я не хочу ставить на паузу свои записи игр и работу своего канала просто из-за того, что соседи снизу делают ремонт в квартире, то нам придется с тобой, значит, слушать иногда время от времени эти звуки, когда-то больше, когда-то меньше. Сегодня звуков никаких не было, потому что я подождала, пока люди закончат, потому что сегодня пришлось спуститься к ним, спросить, до скольки они там будут работать, и подождать это время. Но соседи утверждают, то, что они имеют полное право работать и сверлить стену до 10 вечера, и это так и есть. А я в 10 вечера записывать не могу, потому что для меня это уже слишком поздно, и я устаю. И, короче, я сейчас немножко в такой ситуации, то есть такая ситуация бывает с каждым человеком раз в сколько-то лет. То есть когда-нибудь соседи сверху или снизу у тебя начнут делать ремонт, и это будет длиться много месяцев, если не год. И ничего сделать невозможно, если сверлят близлежащие стены. То есть стена начинает буквально вибрировать, звук по ней очень сильно передается, и как бы заглушить никаким шумодавом микрофонным это невозможно. Я, если честно, не знаю пока что, как к этому подстраиваться, потому что у них-то свое там расписание, у соседей снизу, а у меня-то свое расписание. То есть я записываю тогда, когда у меня на это сила, энергия есть. А в 10 вечера записывать я не могу, потому что уже это поздновато. Наверное, друзья, единственное, что нам остается, это как-то снисходительно относиться к периодически появляющимся таким звукам сверления стены на фоне. Я не готова ради соседей ставить свою жизнь на паузу, но и заглушить этот звук я тоже никак не могу. Вот такие вот дела у меня происходят. Всем большое спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайк под этим видео, если оно вам понравилось, и не подписывайтесь на канал для того, чтобы пропустить все самое интересное. Всем хорошего настроения и всем пока-пока.